Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Сакаст и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Сегодня у нас проект, друзья, Axie Infinity, и в гостях у нас необычный гость, это Интим, чемпион 14 сезона, и здорово. Кирилл, привет. Ребятам всем привет. Ну что, сегодня расскажу по командам, наверное, что стоит вообще на маркете своих денег, что стоит взять, какая мета сейчас на данный момент, какие вообще идеи, что лучше себя показывает на арене, что для рейтинга лучше, что, возможно, для фарма СЛП, то есть если вам нужно как-то сократить время матча и так далее, то есть, думаю, все понимают, что рептилии — это достаточно всегда затяжные матчи, которые до 10-го, а то и до 13-го раунда доходят, всякие там рыбы, песты, птицы — это все-таки раунды, в принципе, файты, кончающиеся примерно в 5 раундов. Да. В Вот. чем основная суть видео, друзья? То есть Интим у нас спец именно в PvP, потому что, как вы понимаете, в топ войти это что-то невероятное. И, соответственно, конкуренция большая, опыт огромный у него. Он расскажет именно команды, которые... Это будет интересно людям, которые будут пытаться пробиваться в топ, чтобы они посмотрели аналоги, какие можно что-то взять либо с маркета, и, возможно, у самого Интима что-то купить. То есть он покажет разные варианты, расскажет плюсы и минусы этих сетапов, потому что человек, который пробивается так далеко, у него другое понимание. Команды, которые ориентированы именно Double Aqua, Beast Птица, которые ориентированы больше под школершипы, с топом они не сравниваются, потому что это другой сегмент именно по цене. Если обычная команда хорошая будет, это 0.4 эфира, эти команды будут стоить эфир выше и так далее. То есть зависит от уже именно самих Axie, потому что они более уникальны, их не десятки тысяч на рынке, их бывает там 20, 30, там, сотка, и в продаже может быть там всего пару штук. Давай, наверное, Интим, рассказывай, да, что-то покажем, именно вот какую команду первую будешь показывать, да, рассказывать все-таки фишка и так далее. Давай я по твоей команде пройдусь, Мгм. что вам создал. Расскажу, значит, почему команда эта хороша и в чем ее вообще идея. Я думаю, ты в курсе, да, про Snail Shell, Leaf то есть здесь баговские скиллы специально нам для того, чтобы максимально зарядить наши спины на рептилиях, потому что вся идея в том, чтобы максимально затравить нашего оппонента. Чаще всего в чем проблема этой команды? В том, что вынести танка. Чаще всего за танком стоят не такие сильные акси, или даже если это какие-то рептилии и так далее, все равно их можно как-то через станы, через все вот это прогрызть. Но обычно это какие-нибудь рыбы, птицы, бесты, то есть те, кто не обладает таким большим запасом здоровья. То есть нам необходимо вынести танка, получается, и все. А дальше, в принципе, игра становится в разы проще. Я так вот... Чем мне нравится, Мгм. вообще эта команда? Тем, что Gravel Ant здесь не так сильно блокирует этого Аксика. То есть обычно рептилию закрывают тем, что одним скиллом. Gravel Ant, все, она абсолютно бесполезная. А здесь обычно, когда ты остаешься один на один, то ты сначала сливаешь абсолютно все мили-скиллы свои, то есть Сейчас, да, замедляешь, немножко стараешься. тебя перебью. Gravel Ant, друзья, кто не знает, это умение с хвоста, которое блокирует атаки все именно мили-плана. Поэтому, если у тебя у Аксика есть комбинированный урон, это дальний бой, ближний бой, он, получается, хотя бы не полностью включается. То есть, поэтому это плюсы именно данных рептилий. Да, то есть ты можешь продолжать также травить, помимо этого у тебя накладывается армор свой собственный и так далее от дополнительный по 10% от 20. Единственное, конечно, здесь он отсутствует, но в целом скилл баговский и вообще баговские скиллы на танках смотрятся, на рептилиях смотрятся крайне хорошо, потому что они чаще всего добавляют такой достаточно неплохой запас защиты, и плюс, так как много рептилий, танков в целом сейчас в ранкеде, raise damage. Это очень важно сейчас.
То есть, ну, я как Вот. понимаю, заход, да, очень сильно здесь решает. Если заходит Гарриши, проблема с танком сразу исчезает. Да, Если естественно. нет, немножко проблематично пробивать, потому что много, допустим, тени тартлов, это станы, либо есть грейс снейки, но это не быстрый он, и получается партия сама по себе такая затяжная идет больше, то есть не как у бестов, как с птичками, там 4 раунда, и то либо тебя, либо ты заканчиваешь, тут немножко все-таки подольше матчи идут, но и вариативности тут именно хорошие. То есть, в принципе, они сражаются, эта команда со всеми, правильно? То есть особо Да, проблем... да, абсолютно. То есть это такая универсальная команда, которая, в принципе, со всеми будет играть на равных, ну а против кого-то еще и сильнее. Поэтому как бы у нее и ценник выше в целом, ну, она себя показывает с винрейтом гораздо лучшим, нежели какой-то ее аналог и так далее. Здесь, ну, по боевке, я думаю, ты тоже уже разобрался, понял, здесь вначале самое главное загейнить какую-то энергию на танке, потому что больше у нас никто ее не гейнит, а дальше за счет станов выигрывать оппонента, потому что мы его станем постоянно каждый ход, ему приходится тратить один лишний ресурс, чтобы себя его снять, плюс он тикает из-за ядов и так далее, то есть это максимально неприятно и обыгрывать крайне сложно это. Да, ну эту команду мы видели на стриме, она понравилась. Ну, Давай перейдем, посмотрим, что есть. Тест написано, это не тест, это топ. Топ-команда. ну, Э, это, честно, не мной выведенная команда, точнее, здесь не команда имеется в виду, здесь имеется только вот эта рептилия. А, Давай покажу, чтобы, может, нагляднее было по способностям видно. То есть специально вывел ее Акнерд, возможно, кто-то сталкивался с ним в рейтинге и так далее. Специально вывел такую рептилию. Она нереально сильная и ну, я считаю, она стоит своих денег, и сейчас на маркете я даже заходил, есть кто ее, возможно, немножко недооценивает в плане, Я ну, в ценовом плане. когда мониторил их, на рынке очень мало. То есть, в Да, чем их крайне прикол? мало. Здесь стан есть, это раз, да, и плюс два дизейбла. Мы выключаем рот нашему сопернику и выключаем рок. Соответственно, мы, если остаемся 1 на 1, мы выключаем 50% его умений, плюс стан, соответственно, 1 на 1 перебить ее очень тяжело, практически нереально. Да, и все скиллы максимально полезны. То есть, что нолик наш отлично сочетается, что кистрель. Когда вы остаетесь против бестов, обычно у рептилий не хватает урона, но кистрель он здесь по 157 наносит, так как у нас рейс дэмэдж по ним, и они отлетают, конечно, очень легко. Вот. Ну и стан, естественно, конечно, чтобы человек тратил лишний ресурс, это очень хорошо. Да, и скорость большая у этой рептилии 44, то есть она получается быстрее, чем стандартный 41 бис, стандартный уже 43 бисты, поэтому, конечно, Да, здесь... мы ее сейчас хотим вывести еще вот здесь рептильские глазки. Здесь должны быть глазки все-таки рыбки, чтобы у нас было дополнительное здоровье и плюс 3 скорость. Тогда у нее будет 46, и даже разогнанный бист 45 МС будет нам проигрывать всегда. Вот, поэтому в этом плане здесь ей чуть-чуть не хватает. А в дальнейшем можно будет сделать, ну, мы сделаем кое-что еще быстрее, и это будет себя показывать еще выше в ранкете. Вот. Но Короче, на видите, данный момент... в топе, друзья, тут видите, как мыслят ребята, то есть они выводят специально аксей под топ, потому что чем более у тебя мощный аксик, тем, соответственно, у него больше шансы победить. И если ты придумаешь какую-то новую мету, интересную, пока еще другие не успели, соответственно, у тебя больше шансов занять топовые призовые места. И это, конечно, круче. Плюс, соответственно, заработок выше, потому что чем больше рейтинг сейчас на арене, тем больше SLP за победу мы получаем. Да, все верно. И ты, наверное, может, заметил, здесь у нас мех, и у него разогнаны у него глаза и уши на скорость. Здесь, Что у него получается, там, эта 47 команда или выше? страдает 49, да, 49 МС. Да, и вот он будет страдать, наша команда будет страдать от птиц с залетом. Ну, их сейчас в рангеде крайне мало. Плюс вот такого мы сделаем с 50, да, по-моему, с 50 МС. И тогда, ну, это будет идеальная команда в плане скорости и в плане того, что наш бист будет защищен от всяких таких ситуаций с залетом. Вот, но на данный момент пока так. Ну, и я говорю, в ранге сейчас крайне мало рыб, по крайней мере, на высоком рейтинге, птиц я имею в виду, на высоком рейтинге их практически нет.
Ну что, регаю? Да, давай посмотрим, как эта команда работает, потому что предыдущую команду, если не видели, друзья, посмотрите на стриме, показывал, как концепция работает. Здесь, конечно, сейчас посмотрим, как эта команда действует. Основные ее рычаги давления на нашего оппонента. Какой у тебя сейчас рейтинг, чтобы понимать? 2200, надо было немножко слить, наверное, все-таки. Вот, чтобы быстрее игры были. Быстрее игры, естественно, там чем выше, я помню, когда топ брал, я игры искал где-то по 10 минут, хотя сейчас вроде игроков в разы больше уже, но почему-то вот... Ну, сейчас еще ребята не успели еще, по идее, разбежаться. Мне кажется, еще неделю нужно, чтобы вот этот ладдер немножко растянулся, и вот игроки, которые не могут сейчас занимать там хотя бы там 1400 рейтинг, они сейчас немножко подождут и уже сами выйдут на этот рейтинг. Да, все топы уйдут, и все те, у кого более-менее неплохие команды уйдут. И... Я думаю, что мы тут будем подрезать, друзья. Нам нормально зашло сейчас со стартом. Нагейним энергию. Немножко профарасили танка. Так, порядок только. Вот здесь не будем ждать, пока нам придет комбо. Вот тут, кстати, вот поэтому мне имп не особо нравится. Вот тут ты вроде как, типа, скидываешь умения, и урона мало в нем. То есть, если вот в комбо нет, да, под крит, там вообще почти урона нет. Ну, в этом плане, да. Ну, просто он здесь крайне неплох, когда танка бывает в первый ход, и тем более здесь только рептилий, им заходит лагин какой-нибудь, и по 2 хвоста они нажимают, и он просто все заканчивается. И дальше, ну, просто неким гейнить энергию, поэтому становится в разы сложнее играть. Вот здесь мы немножко продали нашу рептилию, но он все равно туда не попадет никак, только если я сам этого не захочу, чтобы он туда залетел. Вот. Поэтому, в принципе, нам не особо страшно. Так, наверное, лучше все-таки через стан сыграть. Тут он, получается, очень много ресурсов потратил, чтобы и полетел в нашу рептилию, и он ее еще и не убил. То есть для него сейчас крайне плохая ситуация. Здесь он не сможет на нас накинуть лагинг, рейс дэмэджа не будет, получается. Да, и в итоге получается... Ситуация очень хорошая. Да, то есть, можно даже халдить пару ходов, да, копить комбо, в итоге либо бист, либо уже рептилия добьет. Кстати, как тебе вообще вот эти рептилии, которые именно с 3 спайк, которые залетают? Какие они, мощные? Шикарные. Они, ну, по крайней мере, мне они очень нравятся. Здесь просто, почему они такие сильные и такие визабельные в целом? Потому что ты все ресурсы тратишь на таргет, у которого меньше всего получается армора, то есть все твои карты летят не как обычно, там бьешь по танку, и тебе надо 190 там армора, допустим, снять, а все ресурсы летят четко, и ты, получается, забираешь максимум с этого, то есть максимум value имеешь с этого. Ой, нам тут идеально просто подкрутка пошла. Это чисто... Я всегда удивляюсь, когда берут просто имп, да, делают имп, и он критует. Это чисто феномен. То есть вроде урона почти нет в этих умениях, но когда это критует, это энка, блин, и типа думаешь, как так-то? Ну да, это крайне приятно. Так, ну, в целом команду эту показал. Сила тут, конечно, вся заключается в одном аксике, который может и 1 на 1 очень хорошо себя показывать, и против 2 аксей он тоже крайне неплох. Единственное, если кто-то вообще будет планировать что-то подобное брать, советую искать. Я думаю, в ближайшее время, в ближайшие дни, по крайней мере, я выводил их, старался сделать, появятся такие с глазами и ушами на скорость. То есть это крайне, ну, я думаю, все уже заметили, кто играет ранкед, скорость крайне важна здесь в игре. Да, скорость вот, прям очень сильно решает, друзья. То есть, сами понимаете, когда ты ходишь первый, ты открываешься, ты создаешь темп. А когда ты халдишь и отыгрываешь уже от оппонента, это немножко другие масштабы. Так, давай какую-нибудь другую команду, получается, посмотрим, что есть вообще интересно еще. Ты про 3 спайк говорил, давай посмотрим сразу ее тогда.
Опа. Так, сейчас, секунду, попробую ее. Что там не хватает? Вот это да. Сейчас, Вот, друзья, хотим показать команду, и тут попадается, вот сами видите, аксики, которые Терминатор, вот эти максимальные бэкдорщики с ядом, это крайне неприятные сетапы, максимально неприятные. да, единственное, конечно, вот я не совсем понимаю, как вот он себя показывает. Две карты бэкдора. Мне кажется, здесь достаточно одной, чтобы у одного был такой вингхорн, а у другого был вот этот ротик, который на дальнюю цель. Фёст. Ну, единственное, наверное, что просто проблема, знаешь, какая, найти такого аксика. Вот мне кажется, кто-то выкинул вот в среднюю Да, рептилию, я знаю даже кто. за 3 копейки выкинул ее, да, а потом кто-то купил, и она теперь в топе. И вот я так сделал зачем-то, а теперь жалею, зачем я выкинул с вингхорном и станом вот таких вот аксиков, потому что понимаю, что сейчас они ценятся. Просто не всегда можно понять ценность их. Да, это кто-то, видите, придумал вот эти умения Грей Снейк. Я помню, по-моему, в прошлом сезоне никто не играл этим спелом. Пока его не апнули, да. Да, теперь сейчас вот все вот идут, заплевывают, видите. Сам прикол, все замазались ядом, сейчас потихонечку, видите, что происходит? Просто обходит танка, большое количество яда. Но проблема именно вот этих рептилий, то, что их не найти на рынке. То есть даже кто захочет поиграть такими командами, там цена будет, конечно, оверпрайс на них полная. Так. Но тут они, я так понимаю, вот на самом деле их большая проблема у таких команд это быстрые, да, оппоненты, как, допустим, даблтолк птицы, бесты, то есть они не успевают замазать тебя ядом достаточное количество, да, они, наверное, мне кажется, отлетают очень быстро. А вот всякие медленные команды по типу рептилий, может быть, ну, рыбы не сказать, что медленные, рыбы довольно-таки быстрые, тоже сетап. Но вот с ними, наверное, они тоже должны справляться, потому что это рептилия. А вот токи бесты, ну, мне кажется, это, наверное, контра вот именно таким сетапом неприятным. Да, у них тут не такой высокий МС, у всех заниженный достаточно. Против них, конечно, приятно играть всякими. Но опять же, тоже вот здесь раньше, если бы нам подвезли бы станы, было бы очень неплохо, потому что мы бы не дали себя так заразить. Мы бы их станили и нарушали все его планы. То есть он хочет сделать одно. Ну, вот, кстати, идеальная вот эта комбо. То есть сейчас, даже если он, не знаю, миллион армора сделает, да, это ваншот будет по его первому аксику, потому что здесь весь урон идет через армор. То есть первая, смотрите, тычка проходит, армор остается, и вторая летальная. То есть и единственное, что смущает сейчас, это количество яда, которое есть. И сейчас, ну, тут много урона. Не знаю. Мне кажется, скорее сейчас шотнем. Ну, он до этого не прожимал на своем фумаксике. Там он прожал 20 армора, это он хвостик, скорее всего, нажал. Я думаю, хп где-то 150 у него, наверное, все-таки останется. Ну, вообще, по идее, надо будет бэкдорить, наверное, этого заднего опять. Ой, хорошо, 110, да? Ну, и вообще ему, да, нужно было лететь все-таки на моего дальнего аксика. Там это ему ничего урона. не делает. Да, но нам, конечно, тут заходит шикарно просто. Так, тут в любом случае придется так делать, это по-другому нет смысла. Ну вот сейчас вот эти Грей Снейки, Но это нам, хорошо. естественно, подкрутят. Это приятно всегда. Крит, когда идет. Сейчас бы еще дабл крит был, еще лучше. Ну и так, победили. Все-таки тут, видите, в этой команде есть несколько вариантов. Это либо убивать планта, либо через 3 спайки. Всегда есть вариант кого-то шотнуть. И поэтому тяжеловато против таких сетапов играть. То есть, когда команда ориентирована под разные синергии, именно не просто топорный бьем планта, да, а какие-то различные манипуляции, против этого тяжелее отыгрывать, соответственно, винрейт у таких команд намного выше. Это, конечно, опять круто. же, да, вот то, что он, получается, нас достаточно неплохо заразил всех аксиков, из-за того, что тут нереально этот дэмэдж с хвостов. Вот когда мы второго аксика выносили, конечно, это очень сильно порешало. Если бы они не пришли, нам бы урона, конечно, не хватило, и было бы гораздо больше проблем. Но и этот крит тоже, на самом деле, тоже очень много решил. У этого даска скорость? То есть, обычно терминатор стандартный 42 скорость, это кап. Да, вот здесь, почему видите, сейчас... здесь 46 скорости то есть у даска. То есть разница огромная, 42, 46.
Это, конечно, цифры... Если видели на маркете, они сейчас стоят такие даски, наверное, забриженные. Я считаю, что они недооцененные. Они сейчас стоят по 0,4 эфира. Можно себе найти такого. Вот прям, то есть с такими же критериями: 46 скорости и 50 здоровья. А здесь почему вот этот будет лучше, если кто-то будет, опять же, тоже заморачиваться, лучше находить все-таки не с глазами и ушами рыбы, а все-таки один ген какой-то птичий взять. У него будет на немножко меньше здоровья, но против аналога мы будем ходить раньше. Потому что, если знать механику, то тот, у кого здоровье меньше, при одинаковой скорости ходит раньше. Поэтому обычно здесь сейчас выводят таких актиков с 51 здоровья и 46 скоростью, то есть глаза, уши, получается, рыбы. А здесь же я взял все-таки птичьи, потому что это будет себя лучше показывать против аналога такого же. Вот, поэтому... Так, ребята, твой, пока вот мы с моей сыграли тут, да, пару командами, какой все-таки пока лучшая команда, или такого нет, да, понимания, что это топ-команда, это топ-5 команда, это топ-1 команда, то есть они все, как вы понимаете, под разные специализации, и они все ориентированы именно ближе к топу, в топ. Понятное дело, что нужно еще понимание, как играть, опыт, без этого никуда. Просто, допустим, кто-то посмотрит, да, скажет, а какую команду выбрать из этих. То есть у них, понятно, что цена плюс-минус там где-то схожая, где-то разнится. То есть зависит, конечно, от рынка тоже. Вот я сам сейчас заметил, поиграл, и мне вот больше всего понравилась вот эта команда. Сейчас ей сыграем, покажу ее с 3 спайками. Максимальный, конечно, вот винрейт с ней, но стоимость у них, по крайней мере, я думал, что их уже очень много вывели, и ценник подупал, и она достаточно такая стала более-менее доступная, но оказалось, что нет, вот таких акций покупают по 0,5 эфира, то есть где-то примерно такой, это при том, что я говорю про забриженных, то есть нулевых там покупали и выше эфира ценник был, вот, но на арене они себя очень хорошо показывают. Мне больше нравятся рептилии, не знаю, и вот эта вот команда, которую я вам дал. Здесь я вам говорил, я выведу 45 МС рептилию. Вот сейчас вот это 45 МС, а ваши 43. У нас вот, недоделанная рептилия оказалась. Да, немножко, да. Вот, но показывают они себя крайне хорошо, и, по крайней мере, если вдруг просто умирает там танк, то ты не переживаешь, у тебя дальше стоят такие же 2 танка, которые могут впитывать очень много урона. У рептилий много армора. Тоже, когда играете с такой командой, нужно не переживать за свою рептилию. То есть нужно делать так, чтобы, если ваш танк практически умер, отдавайте его и ждите, когда будут пробивать ваши рептилии. У них так много армора, что это будет дополнительная value для вас. То есть таким рептилиям, рыбы какие-нибудь, когда у них 200 армора, должны сначала 22 карты, точнее, потратить, чтобы просто снять с вас армор. А это, то есть, получается, вы заработали дополнительное value. Так, друзья, давайте смотреть вот эти 3 спайки. То есть, тут, конечно, выбор большой в том плане, что оппоненту тяжеловато всегда отыгрывать за счет танка в первую очередь, потому что любой армор может быть сильно наказан, ты можешь залететь в какой-то бэкдор и внести большое количество урона, вот как сейчас. То есть он вроде как использовал свою энергию, использовал ям для того, чтобы затравить, а в итоге мы уже внесли пол хп, получается, в среднюю рептилию. То есть и по сути дали ей стан. Да, и помимо этого он, получается, потратил у нас одну энергию просто на то, чтобы ударить на 20 и оставить вот этот эффект по 2, который нас будет бить. Это слабовато. Что он прям как-то так идеально отыгрывает, чтобы всех замазать, да? Ну да. Странно как-то, что он нажимает... я понимаю, почему он это делает. Бывает такое, что тебе не сдало, и тебе вынуждает ситуация нажимать способность. У тебя, по идее, 2-3 спайка, да, у одной рептилии второй. То есть шанс, что она зайдет, очень высокая. И вот по моему опыту надо обычно в первый ход что-то прожимать на танка, но он, по идее, прожал в первый ход. То есть, да. И получил в итоге урон. А здесь...
Здесь хорошо, здесь он полетит сейчас, скорее всего, да, на мою рептилию. По идее, она не должна умирать, потому что скорость у моей ниже. Мгм. Вот. И опять же, он потратил все ресурсы на это, чтобы это сделать. Плюс мы, возможно, у него еще и заберем вот эту вот энергию. Ну, у тебя, получается, такая проблема есть, да, в этом сетапе, то, что танка немножко тяжеловато проходить, но, по идее, здесь, как бы, возможно, и не нужно, да, проходить, потому что Да, есть 3 здесь... спайки. да, нам на танка абсолютно как бы все равно. На вот этого с триспайками можно все это облетать. Просто здесь мы будем его немножко еще допродавать вот эту рептилию. Пускай он ее убивает, если он хочет залететь. Да, но главное, чтобы на себя реализовал максимум. Когда вот лагинги используют вот эти, так, всегда ям, хотелось бы видеть на своем танке, потому что каждый удар с Да. какими-то там нулевками, это куча еще дополнительного стака ядом. Вот по 4 капает, в итоге уже Даск там потихонечку-то проседает, а когда если останется в этом матче ситуация 1 на 1, то вот это будет очень сильно решать, потому что хп все становится меньше, меньше. Тут уже 5 стаков яда, жесть, конечно. Да, и вот эти вот, почему вот эти нолики тоже, все вот это вот хорошо так, вот этот танк, вот он лучше подходит, я пробовал такого со Snail Shell Угу. на спине, вот он лучше себя реализовывает, потому что вот такие комбинации можно делать, то есть то, что он там даже не нанес урона, а просто подождал, как бы вот эти вот актики, они все равно этот урон получают, поэтому Угу. как бы это очень неплохо себя показывает. То есть, опять же, вот сейчас мы раз ударили, два, он все тикает, и здесь еще дополнительный урон. Сейчас еще здесь крит вылетит, как всегда, обычно, как это бывает. Ну да, на карту с меньшим уроном. Так, здесь мы можем максимально потратить ресурсы в него. Скорее всего... Если он даже будет прожиматься, нас, в принципе, это не пугает. Ну, Лететь. даже если он прожимается, это каждая его карта это тик яда, по сути. То есть, чем больше он тикает, Ну тем да. лучше для тебя. Если вот единственное, конечно, сейчас бы от яда не умереть, но у тебя вроде мало карт там скинуто, да, тут будет по чуть-чуть тикать, Ну, хотя одна тут, все-таки вот... Это хорошо, на самом деле, что он умирает. Потому что если бы сейчас на него с одним хп сдали карты, было бы да, было бы хуже, немножко не получается. очень. Мне кажется, он сейчас скипает, по идее. Сейчас, хотя можешь попробовать еще Ну, этими. по идее, должен скипать, чтобы себе даска больше не по урону, чтобы он не просел. Ну, Ну может да, он попробовать. в идеале он может, конечно, ГС Снейк кинуть с первой рептилии, но мне кажется, он будет бояться, потому что мало ли ты с копья начнешь заходить условно и продашь, получается. Точнее, он продаст его Даска. Ну да, он Он все-таки. решил убить, но это, кстати, очень... Он зря так сделал, потому что Да. вот его даск по 8 здоровья, все... Да, но мне кажется, самый лучший ход это было пропустить, да. Да. Он ходил быстрее, на следующий ход надо пытаться было как-то тебя пытаться убить, наверное. То есть И вот он себя подвел к тому, что это его ход последний будет. Хотя он мог бы как бы сейчас попробовать full ДПС, как-то показать там дополнительный крит Да. с Торника Теппелора, вдруг какой-то, да, прокнут, он же спокойно может. Вот, Вдруг тем там. более у него мораль неплохая на самом деле, то есть 40, ну, тоже неплохо. Ну, тут он, конечно, Вот он пытается в что-то надежде. сделать, да. Странно, зачем меня замедлять, если он ходит все равно быстрее? Ну, тут, конечно, так, что Ну, это оппонент... такое стандартное комбо, на самом деле. Snail Shell и лагинг, то есть это как будто как-то отработал он эту комбинацию, знаешь, уже по привычке использовал ее. Так, ну, в принципе, Ну, да. понятно, команда, конечно, здесь много вариативная в этом плане. 2-3 спайка позволяют по-разному отталкиваться от текущей ситуации, которая есть у нас на столе. Давай наверное, посмотрим еще последнюю команду, посмотрим рыб с дуалблейдами. Что, придется на свое выкатываться. Ну, на мифическом планете, друзья. Но это не бюджетная команда с мифическим планетом. Ну, понятно, что тут можно любого другого такого же взять, да, без мифика. Ну да, просто я так подумал, в принципе, без Сириуса, ну будет он без Сириуса, ничего страшного, у меня есть Нима, как бы нолики какие-то, в целом вот мне как раз эти Нима нам и зашли.
Так, Единственное, что у него танк против тебя уже полностью. Что неприятно с этой лейкой. да, это крайне неприятно. И то, что вот он сейчас скипает ход, это тоже. Ну вот этот ход, я думаю, сейчас тоже скипну. Мгм. А вот на следующий мы попробуем прожаться. Будем надеяться, Ну, что он подумает обратно. но он бэкдорщик, видишь, он как бы у него Да, может неплохо так опасненько. залететь. Ну, вот рыбами то, что мне нравится, то, что быстрые партии, вот поехала куча Но вот он all-in. яда. Это, конечно, all-in стратегия с его стороны. Но мне кажется, у него почему-то лейка еще одна есть, как всегда. То есть одну он выкинул, сейчас вторая еще будет. Но я, к сожалению, уже не могу держать эти карты. Мне придется сейчас рисковать. Так, так, это достаточно много урона. Вот так нормально будет. Раз, два, три. Плюс лейка. Так, если там будет лейка, то, в принципе, я могу реализовать одно Нима после. Хотя нет, я реализую два Нима после. Так, мне достаточно просто разогнаться по атаке и убить его. Так, все, я думаю, у танка он будет скипать теперь. Скорее всего, его задача теперь просто облетать и пытаться травить моих рыб. Вот. Можно было, конечно, Dual Blade нажать, но я почему-то подумал, раз он в прошлых вот так Мгм. агрессивно поражался, то в этот ход тоже почему бы ему то У же тебя самое сделать. хорошо, Ой, что нулевка еще есть на Нима. То есть, как бы ты можешь скипнуть спокойно. Тем более еще Dual Blade еще хорошо показывает урон именно по рептилиям. То есть здесь, конечно, будет хороший такой опенинг. и вот, кстати, странно, вот у него одна способность только, а с чем она комбинируется? Здесь не с чем, и получается с одним танком. То есть вот он мне два яда бы должен был Мгм. повесить, и сейчас бы мне было крайне неприятно. Но по итогу урона не так много, Ну и что, и этот стан нему меня не пугает. второго, наверное, вторую рептилию там не найти было именно с Гарри Швормом. То есть таких найти тяжеловато, чтобы было все. Так, это если он сейчас будет еще раз повторять залет. Нет, залет он не будет повторять. Походу решил по танку пойти более плотно. Кстати, очень странно, потому что это танк, но я могу его сейчас... ну уже, в принципе, не могу, ладно. Неплохой ход, на самом деле. Вот это самое печальное, когда заходит фул танка, все. Как бы с другой стороны, надо вроде как отхиливаться, с другой стороны, хп уже мало, там сейчас по 12 тик яда. Так, на самом деле было бы хорошо, Мгм. если бы он просто умер. Да, Вот. было бы неплохо. Так, ну тут, наверное, я буду на вот этом все-таки, не на этом, на вот этом тратить карту. Она хоть, конечно, мимо у меня не сработает, но я думаю, он уже готов на меня лететь. Нет, все-таки он решил скипнуть. Он мимо не сработает, я имею в виду. Урона нам не хватит, чтобы его добить. Но это очень хорошо, что он перся и убил этого танка. Он мне, в принципе, Да, уже не нужен был. Так, разгоним атаку. И вот здесь, наверное, не стоит жадничать. Такое ощущение у меня, что он может... Я, наверное, просто заряжу своих аксиков на урон. ну вот у него рептилия вот это плотная, вот это добор карты, кстати, прикольное умение на самом деле, но у него урона мало, вот этот спина. Бонстейл, да? Ну Да-да-да, да. Так, поехал. сейчас они у меня по урону неплохо так разогнались. Так, этой нам придется в любом случае бить. Ну да, она, скорее всего, А эту умрет. мы пока похалдим немножко. Не, он решил все-таки нам потравить детально. Ну окей. Ну, на самом деле, ну, может быть, тоже грамотно, потому что задняя, получается, без ноликов. И как бы тяжеловато скидывать. То есть нужно какие-то ресурсы тратить. В этом плане да. Ну, мы сейчас вот так прожмемся на наши на вот этой рептилии. Я думаю, он может все-таки сейчас на Конечно. нашу, на вот эту, на первую забить, да, и будет продолжать все-таки дальнюю, а потом по передней просто прожмется всеми обычными скиллами. Но у нас на ней стана нет, и вот хорошо, что нам пришли такие вот два скилла. Ну, Dual Blade, блин, видите сами, друзья, да? Сколько они бьют. Прям
максимально жесткая, по 158, да, обычные рыбьи скиллы. Вот поэтому сейчас пытается как-то модернизировать этих аксиков. Тут, конечно, крит взлетает по 12, кстати, один. Тут одна Ну атака да. минус будет, а вторая тут поеда как раз прям впритык должно быть. Ну, кстати, Пластенд. Вот это... ничья. Ну, в принципе, почему, да? Все-таки неплохое за такой... Зато плюс 13, 10 СЛП дали, офигеть. У него Ну, неплохая команда. Единственное, я вот, к сожалению, своего танка не смог реализовать. Я бы мог там похилиться в один ход, но я решил full урон здесь сосредоточить. мгм. Ну, плюс тут как бы Нима. И, опять же, этот танк, как бы, я думаю, тоже все понимают, что это не самый лучший, то есть можно гораздо Ну, это такой лучше найти. больше уже, больше фуфан, потому что, видите, не Ну да, прогрузились аксики, и тут, когда много аксей, они, видите, не догружаются, чтобы не затягивать совсем это все. Поэтому, в принципе, команды понятные, друзья. Посмотри по геймплею, то есть геймплея очень много, есть и которые, как вот эти рыбы, идут полностью full через танка и по накатанной. Много у наших оппонентов видели, которые бэкдорщики, заливают ядом. Яды, кстати, сейчас очень максимально неприятные, поэтому некоторые пытаются на рыб делать вместо голдфиша, пытаются вот этот биденс делать, вот эта нулевка. Гарри Шворм. Гарри Шворм. Ну или Гарри Или Шворм. Ну, вот рыбка, про то, которая... чтобы травить. Да. То есть много всяких вот альтернатив. В принципе, спасибо большое то, что показал, то есть всякие альтернативы. Единственное, смотрите, получается, по аксиков, да, можете написать, получается, оставим твой контакт, Discord, да, я думаю, если кому интересно, Интим, получается, может сделать скидку 10%, это получается как раз вот этот с дэшборда дешевле, знаете, покупать напрямую, то есть гарантию мы, естественно, свою дадим, потому что человека мы знаем давно и работаем с ним, сотрудничаем. То есть можете не переживать. Да, без Так. проблем. Если Мгм. вдруг что-то нашли, сниму с маркета и, конечно, дам команду. В плане бюджета, вот если кого интересует, как вообще вот из всех этих 4 команд, 4-5, вот это, наверное, будет самое бюджетное. Здесь можно будет взять танка с Кэротом, Кактусом, Сириусом Мгм. и Пампкином, допустим. Он будет хорошо себя ощущать. И вот эти две рыбы, они, ну, в целом, я думаю, за 0,5-0,6 эфира она уйдет, но я думаю, вот этой командой спокойно можно на 2100-2200 рейтинга сидеть, то есть по Мгм. 18, по 20 банок фармить. Для фарма она неплохая. Я думаю, для топ-1, конечно, сомневаюсь, что можно потянуть. Вот для топ-1, наверное, все-таки что-то такое, или вот, который я вам команду давал, это я считаю, что ей можно очень высоко забраться, только надо наиграть побольше игр. Ну, понятно, потому что тут, как вы сами знаете, нет ни одной стопроцентной команды здесь, но плюс-минус там 55% винрейт, 60 это прям хороший показатель, и больше для топа берут количеством игр, потому что слишком много команд, слишком много синергии и слишком разнятся бывают заходы. Где-то вы, когда побеждаете, вам залетает рандомный крит с дуалблейда, и ваша победа сразу уходит в следующую партию, поэтому надо, конечно, от этого Ну да. отыгрывать. В Да, то есть принципе, да, давай. как вам, да, ну да, я про то, что тут как вам может повести, также и вашему оппоненту, поэтому Мгм. игра, причем старается все-таки подвести вас под 50% винрейт, потому что, ну, все-таки баланс должен быть какой-то, то есть там вам будут оппонентов кидать, которых там которые контрмета ваша, то есть там всяких вот бестов, возможно, каких-то усиленных и так далее. То есть они, конечно, себя хорошо показывают против одних, но против других, опять же, у них большие проблемы. Вот. Мгм. Но вот эта команда, она такая универсальная, я думаю, ей приятно как против пестов, как против рыб и рептилий оставаться, и дасков, то есть вполне они себя неплохо ощущают. Мгм. Это да. Так что, друзья, будем потом, я думаю, с Интимом еще какие-то видосы, естественно, записывать, потому что у него очень много интересных материалов и по бридингу может очень полезные вещи рассказать, кому интересно. Ну и, соответственно, потом какие-то видосы по топ, потому что команд много. Возможно, какие-то команды будем разбирать полностью отдельно под видосы. Если, конечно, у Интима тоже будет время, и мы с ним стыкуемся еще в дальнейшем. На этом все. Давай, наверное, прощайся. Да, всем пока, удачи к просмотру Да. данного материала. Всем пока-пока.